Друзья, всем солнечный привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Добро пожаловать в самую маленькую страну Центральной Америки – Сальвадор. И наша первая точка – это город Санта-Ана. Если вы до этого смотрели наши выпуски из Гватемалы, вы знаете, что мы попали на праздник Страстной недели. Поэтому, чтобы уехать из той страны в Сальвадор, нам пришлось постараться, потому что не было ни билетов на автобусы, не было ни шаттлов, ничего. И где-то я вычитала информацию, что местная транспортная компания King Quality тоже осуществляет переезды. Но сложность в том, что у них не работает ни сайт, на Фейсбуке они не отвечают. Поэтому вероятность того, что мы уедем, была очень низкой. В итоге мы приехали на автовокзал в 4 часа утра, как это рекомендовали сделать на форуме. И в 6 утра мы уехали на местном автобусе с местными жителями. Это было легко, потому что границу мы перешли быстро, достаточно. Постояли, наверное, может быть, где-то минут 40 в ожидании. Потом поставили штамп, все, никаких вопросов. И быстро приехали в Сальвадор. Нас высадили на заправке недалеко от города Санта-Ана. Там помогли нам вызвать такси, и мы доехали до нашего отеля, который я вам сейчас покажу. В итоге из Гватемала-Сити до города Санта-Ана в Сальвадоре мы добирались почти 7 часов. Это с учетом того, что мы еще ждали на заправке, когда нам помогут вызвать такси. В общем, путь от одной точки до другой составил 7 часов. Отель, в котором мы сейчас остановились, называется Вельвет. Их всего 2 в городе. Мы остановились, который в историческом центре. Ресепшн у отеля очень стильный и красивый. Здесь постоянно играет приятная музыка. Надо взять на заметку такое дизайнерское решение, когда можно не окрашивать дополнительно стену, а оставить ее такой, какой она была в старом доме, добавив лишь интересные детали. Также есть завтрак. Он включен в проживание, но находится в соседнем отеле. Проходим внутрь отеля. Здесь есть сад, где можно отдохнуть. Общая зона с креслами, со столиком. Также на протяжении всего дня можно использовать микроволновую печь, либо кофе. Все комнаты называются городами Италии. Видимо, хозяин этого отеля итальянец. Вот вы видите, например, комната Неаполь, Рим, Тоскана. Пройдем наш номер, который называется Тоскана. Выполнен он в стиле лофт, но не за счет высоких потолков, а за счет интересного дизайнерского решения в виде лампы и двери. Посмотрите, какая красивая, сверху витражи словно. Еще что мне нравится в этом номере, так это наша большая кровать, изголовье которой выполнено из вельвета, как название этого отеля. Сверху необычная подсветка, также еще есть бра у кровати на тумбочке. В качестве места для хранения вещей у нас здесь полочка, где можно развесить на вешалке все свои вещи. Также у нас есть телевизор, кондиционер. Еще хочу показать одно интересное решение. Конечно, ничего удивительного, но весьма удобно. Открываем здесь столик, а у нас здесь USB-порты и место для розеток. За этой красивой дверью находится душевая комната. Красиво нам здесь расстелили полотенчики наши чистые, туалет зеленого цвета. И рядом его украшает красивый цветок. Между прочим, живой, а не искусственный. Раковина, зеркало подвесное. Также у нас новая сантехника, черная в душе, тропический душ. Поэтому номер красивый, уютный. И здесь мы проведем пару дней. Всего в городе 2 отеля «Вельвет». И завтраки проходят во втором из них. Поэтому мы сейчас идем на завтрак в соседний отель. Примерно 5-6 минут пешком.
На завтрак у нас черный кофе и комбо-тарелка. Здесь у нас и жареные яйца, томатный соус, фасоль, жареный банан и хлеб. Поэтому сейчас мы завтракаем и отправляемся в новое приключение. После завтрака мы отправляемся в древний город Тасумаль. Можно было поехать на общественном транспорте, на автобусе за пару долларов. А можно было вызвать такси, как сделали мы, за $6. Из города Санта-Ана мы проехали 15 километров и оказались в городе, который называется Чальчуапа. Именно здесь расположен этот древний памятник. Сейчас мы переживали, что этот комплекс во время праздника, во время Страстной недели, который предвещает праздник Пасхи, будет закрыт. Но нет, к счастью, все работает. $5 вход с человека, и мы уже идем внутрь. Тасумаль – это доколумбовый археологический памятник периода культуры майя. При входе нам уже провели небольшой инструктаж, что за желтые канаты заступать нельзя, но кое-где можно будет подняться наверх. В Тасумале были обнаружены руины от 100 до 1200 годов. Здесь располагается сложная система водосточных каналов, различные могилы, несколько небольших пирамид, а также дворцы и ритуальные объекты. Сейчас мы поднимались на одну из пирамид. Небольшая обзорная площадка, с которой открывается вид на весь комплекс. У каждого сооружения есть своя информационная табличка. Раньше здесь находилось поле для игры в мяч, как предполагали ученые-археологи. Но это была не просто игра, это был своеобразный обряд, который обозначал цикл жизни, и в результате которого были принесены жертвоприношения. Многие сооружения этого археологического комплекса до сих пор находятся под землей на территории современного города Чальчуапа. Этот комплекс был найден в 1940 году, и его раскапывали в течение 10 лет. То, что мы сейчас видим, это малая часть большого древнего города. Судя по информации на информационной табличке, сейчас мы видим самую древнюю платформу, которая была на территории этого храмового комплекса. Здесь были найдены различные гробницы и останки человеческие. Тасумаль на языке древнего народа майя киче означает «место сожжения жертв». Также этот комплекс считается одним из самых хорошо сохранившихся в Сальвадоре. Также на выходе из комплекса можно посетить небольшой археологический музей. В музее есть возможность воспользоваться очками виртуальной реальности и посмотреть фильмы об исторических достопримечательностях Сальвадора. Я выбрала Национальном дворце, надела очки, там было очень много изображений этого дворца, было ощущение, что как будто бы ты ходишь в свой из коридоров. Было интересно воспользоваться этой возможностью. Прогулявшись по археологическому комплексу, можно сделать вывод, что он один из самых маленьких, в которых мы только были. Здесь нет ни высоких пирамид, ни каких-то огромных сооружений, поэтому 15-20 минут вполне достаточно. Если, конечно же, не снимать видео, как мы, потому что мы постоянно снимаем, останавливаемся, фотографируемся. А сейчас мы находимся возле небольших палаточек с сувенирами, которые также присутствуют возле этого комплекса. Также по дороге мы увидели местную кафешечку такую небольшую, где взяли напиток, который называется чиа. С виду этот напиток, в который также был добавлен лед, похож на малину, либо на ягоду мора. Ну, давайте попробуем. Я, если честно, вообще не ожидала, что чиа может быть красным цветом. Такое ощущение, как с добавлением клубники. Ну, в общем, по вкусу это похоже на барбарис. Давай. Да? Блин. Попробуй. Такая барбариска немножко разбавленная, знаешь. Ну, да, нормально.
Я просто не люблю всякие компотики и морсы. Это у нас Кирилл любитель всяких сачков. Да, стоимость этого удовольствия 50 центов. Также не смогли пройти палаточку с кокосами. $1,5 за большой, свежий, как нам обещали, кокос. Ребята, кокос просто потрясающий, сладкий, свежий. Очень похожий на шри-ланкийские кокосы, такие же королевские. Также на улице города Чильчуапа мы увидели праздничное шествие в честь Страстной недели, которое предвещает праздник Пасхи. Мы видим, как множество людей несут фигуру Иисуса Христа с крестом. И это шествие продолжается по всем улочкам этого города. Нечто подобное мы уже с вами видели до этого в Гватемале. Мы хотели обратно до Санта-Анны поехать на местном автобусе, но нам сказали, что в связи с праздниками, с праздничными шествиями, автобусы сейчас не ходят, поэтому вновь поедем на такси. Сейчас мы находимся на главной площади города Санта-Анна. Это второй по величине город в Сальвадоре, после Сан-Сальвадора, после столицы. И первое, что бросается в глаза, это, конечно же, католический собор, построенный в неоготическом стиле, собор Богоматери. На главной площади также мы видим очень много голубей. Они были и возле собора, и в парковой зоне. Иногда их прикармливают, поэтому их становится еще больше. В парке прячутся многие отдыхающие сегодня, жители Сальвадора, приезжие туристы. Комфортно вам здесь отдыхать в тени деревьев? Комфортно. Солнышко немножко светит, но хорошо. Также здесь множество палаток, где торгуют местными товарами, готовят местные такосы локальные, знаете, такие дешевые, по 25 центов. Очень красивая площадь, но единственное, что вот эти вот палатки, они немножко омрачают ее вид, потому что они прям локальные. Еще запахи от них не самые приятные, но местным нравится. Они здесь и перекусы устраивают, и берут манго, потом садятся на скамеечку, кушают. Пирожки также здесь местные продаются, гамбургеры, напитки, игрушки, сувениров. Нет, знаете, вот такие вот чисто товары для отдыхающих. Здесь на информационной табличке можно посмотреть, какие достопримечательности находятся вокруг площади. То есть вот эта церковь, муниципальный дворец или дворец мэрии, театр Санта-Анны и парк, по которому мы сейчас гуляем. Вы знаете, архитектура этого театра, ну я не знаю, она похожа на нашу российскую, очень красивый дворец, я бы его так назвала, никак по-другому. Сейчас спектакли здесь не проходят в связи со Страстной неделей, с выходными. Мы уже ждем не дождемся, когда все эти праздники закончатся. Очень многие места закрыты, иногда магазины закрыты, поэтому мы испытываем сложности, потому что до этого мы не знали, что здесь будет вообще такой праздник, проходить целую неделю. У нас бывают сложности даже с тем, чтобы доехать от одного города до другого, потому что мы не знаем расписание автобусов, оно меняется из-за того, что сейчас праздники. Сейчас я дошла до дворца мэрии и вижу, что тротуар здесь также украшен рисунками. Не знаю, с чего это делают, до этого мы видели в Гватемале, что это делают из цветов, но здесь это похоже словно какой-то разноцветный песок. Красивые картины цветные. Скорее всего, здесь тоже будет проезжать вот этот вот крест с людьми, шествие. И, скорее всего, в скором времени они все это разрушат. А пока можно полюбоваться этой красотой. Очень многие подходят, фотографируют. Здесь написано, значит, Бог, семья, любовь, мир для любви. Здесь также внутри дворца находится сад. Но, к сожалению, этот сад закрыт. Вот, кстати, какой-то прохожий здесь прошел, возможно, он сотрудник. До этого мы подходили, спрашивали охранника, он сказал, все закрыто. Ждите, когда пройдут выходные, и тогда сможете погулять. Я не знаю, получится у нас прогуляться здесь или нет, потому что откроется только спустя 5 дней, когда мы планировали уезжать отсюда. Если получится, обязательно покажем. Если нет, то просто знайте, что лучше всего прогуляться по этому саду. Там красиво, ровные кустики, цветочки. Еще мы видим, что в парке установили концертный зал. В
Спросили, когда здесь будет шоу, а здесь будет, оказывается, не шоу, а играть церковная музыка. Но точное время неизвестно, поэтому пока сейчас проходит подготовка, а чуть позднее здесь можно будет присесть и послушать эту музыку. Также к празднику здесь поставили различные столики с местными сладостями. Я так понимаю, что здесь может подойти вообще каждый желающий и попробовать их. То есть это все установили в честь праздника. Поэтому, друзья, даже в такой бедной стране, как Сальвадор, праздники здесь проходят масштабно. Также есть и шествия, и также делают эти рисунки, как в Гватемале, и даже бесплатно раздают сладости и еду. Ну и, конечно же, какой праздник без охраны. Здесь стоят полицейские, которые следят за всем происходящим. Мы снова в этом парке, но уже вечером. Сейчас здесь проходят грандиозные концерты, играет живая музыка, поют песни, красиво подсвечен собор. Очень много людей, которые радуются этому празднику. Здесь, знаете, чувствуется такая атмосфера воодушевления. На следующий день мы доехали до автобусного терминала. Собираемся на местном автобусе поехать на горячие водопады. Друзья, в местном автобусе можно у торговцев приобрести наш шоколад российский. Называется «Белка». Ты пробуем такой. За $1 2 плитки шоколада. Вот это тебе повезло, конечно. Взяли на пробу. Повнимательнее пригляделись, оказалось шоколад. На нем написано «Сделано в Турции», хотя называется «Белка». Поделились шоколадом. Это была сумасшедшая поездочка, потому что сегодня мы решили поехать на локальном автобусе, который стоил 50 центов, проехали 23 километра, но чего у нас за эту поездку только не было. И шумные продавцы, и какой-то проповедник, который читал то ли Библию, то ли что-то другое. Он орал на весь автобус, и музыка была. Поэтому вот такое вот путешествие еще до водопада. Да, мы находимся в городке, который называется Атикисая, но мы еще до водопада не доехали. Помимо местного автобуса, нам сейчас нужно еще будет на тук-туке добираться. Сейчас садимся в местное такси. Это оказался не тук-тук, а такая маленькая коробчонка. За $4 едем до водопада. До этого минимальная цена была $5. Ну, в принципе, здесь как раз для нас двоих, да? Ну, возможно, первые пару минут это было весело, когда музыка долбила. Но потом, конечно, минут 15 мы ехали, долбежкой, басы просто сумасшедшие. У меня такое ощущение, как будто нам сегодня везет на таких своеобразных людей. Это в автобусе супер шумный, вот этот, да, был пропагандист. Да. Теперь музыка это шумная. Машина была похожа, наверное, на Део Матис по размерам. То есть такая маленькая коробчонка. В общем, минут 15 мы потряслись. Фу, и теперь уже будем спускаться. Сейчас мы, кстати, заплатили еще $1,5 с человека за вход на эти водопады. И сейчас будем уже к ним продвигаться. Водопад, к которому мы направляемся, называется Сальто де Малака Тиупан. Очень сложное название. Это горячий водопад. Сейчас мы поднялись уже на небольшое плато. Здесь мы видим бегущую реку, также уже каскадики, которые вниз впадают. И вода здесь достигает уже 35 градусов, насколько мы читали. Она горячая. Я не могла поверить, что она действительно горячая, дотронулась. Но, знаете, ощущение, как будто бы включили горячий душ. Да, и это все благодаря вулканическим источникам, которые на этой территории находятся. Когда нет горячей ванны, можно прийти в эти источники, развлечься здесь, не хватает только, наверное, пены.
Сейчас мы прошли чуть дальше вдоль русла реки, и оказалось, что основная зона для купания именно здесь, то есть именно в речной ее части. Многие заходят, просто окунаются, сидят, релаксируют. Вот. Но Томочка сейчас вот попыталась окунуться, но ей мешают не что иное, как мелкие-мелкие пиявки, представляете? Вот. Также здесь видим, что не очень-то и чистая вода, вот. Но и плюс к этому она очень теплая, 35 градусов. Лично для меня, мне в такой воде достаточно сложно купаться. Меня искусали малюсенькие пиявки, они выглядят просто отвратительно. Знаете, для меня горячая вода, ну окей, как бы, я люблю горячую воду, как бы, и для меня это нормально купаться. Но удивительно, что, знаете, всегда, когда приходишь в речку, наоборот, охлаждаешься, а здесь такие, как спа-услуги. Но пиявки меня очень смущают, плюс еще внизу такое неудобное дно, оно такое вязкое, там очень много камней. Еще я постоянно ощущаю вот этих вот пиявок ужасных. Я отдаю Кириллу камеру, мы сейчас пойдем к водопаду, но купаться я здесь, честно, не могу долго, потому что я ощущаю этих мелких насекомых или кто это. Пытаемся перейти вброд эту речушку, чтобы спуститься вниз к водопадам. На самом деле тоже достаточно непросто, особенно если вы хотите не промочить ноги. Возле водопадов уже вид, конечно, покрасочнее будет. Возможно, здесь даже я окунусь. Здесь мы видим 3 небольших каскада. Метров 10-12 эти водопадики. Но они очень мощные. Здесь водичка немного прохладнее, но все равно теплая. Вы знаете, обычно я не иду купаться в водопады, потому что слишком холодно. А сегодня Кирилл не идет купаться в водопады, потому что слишком горячо. Водопад чисто для меня, единственное, что очень скользко, но не очень комфортно, но вода для меня просто восхитительна. Словно я искупалась в джакузи. Наверное, нужно сразу к водопаду спускаться и именно здесь принимать горячие ванны. Потому что здесь более живописно, интересно, здесь еще и почище. Да, вода гораздо более чистая, но такое приемлемое. Немножко илистое, да? Немножко илистое, но приемлемое. И здесь нет такого количества пиявок. Еще этот водопад уникален для меня лично тем, что здесь можно купаться, а я не иду, представляете? Для меня это просто в диковинку. Я бы очень хотел искупаться, но вода температурой 35 градусов для меня все-таки чересчур, друзья. А для меня в диковинку, поэтому комфортно купаться в горячей воде. Если понравился наш сегодняшний выпуск, который состоял из 2 дней, проставляйте свои лайки. Пишите комментарии и, конечно же, всем до новых встреч. Совсем скоро увидимся. Всем пока.